меня зовут Марица, и сегодня я научу вас делать самые простые браслеты для восточных танцев. Мы будем использовать два способа. Один будет холодная фиксация стразы и другой горячий. Скажу, что нам понадобится для изготовления этих браслетов. Первое. Бутылка пластиковая, соответствующего диаметра по вашему запястью. У меня это была бутылочка от воды 0,5 мл. Также нам понадобится фетр бежевого цвета и стразы разного диаметра. Если вы берете стразы Hot Fix, то вам обязательно пригодится вот такой вот паяльничек с разными, тоже с разного диаметра насадками. А если вы клеить будете Cold Fix стразы, тогда вам понадобится клей. Желательно берите клей густой. Я заказывала на AliExpress вот такой вот клей, он достаточно густой и прозрачный. Но также вы можете использовать клей Момент, тоже берите густой. Не рекомендую использовать суперклей, потому что с ним нужно быть крайне аккуратный, потому что могут приклеиться просто ваши руки, ногти, и он очень жидкий, он сильно течет, им будет работать неудобно. Насчет страз, берите стразы небольшого диаметра, слишком маленькие не очень удобно клеить, потому что их сложно взять в руки, а слишком большие стразы тоже не очень удобно клеить, они плохо фиксируются, плохо приклеиваются, а также очень сложно отгадать с размером между диаметрами, какой оставлять промежуток. Поэтому самый оптимальный вариант это вот такие вот небольшие стразики.
Итак, друзья, вот получился у меня браслет с мелкими стразами холодной фиксации, который я клеила клеем. Что могу сказать? Ну, во-первых, эта работа выглядит намного аккуратнее. Во-вторых, я сделала его очень быстро, особенно именно поклейка страз. Несмотря на то, что они маленького диаметра, клеились они быстро. Единственное, что на просушку нужно минимум сутки. По поводу второго браслета. Во втором браслете я использовала стразы разного диаметра, большие и чуть-чуть поменьше. А это были стразы Hot Fix. Я его клеила, обклеивала очень долго, это раз. Во-вторых, немножечко деформировался сам браслет из-за того, что был горячий клей, немножечко начинал, как это сказать, плавиться пластик от бутылки. Видите, он стал кривоватый немножко. Это раз. Во-вторых, выглядит браслет не очень аккуратным мне кажется, из-за того, что вот именно крупные стразы разного диаметра, мне сложно было их выкладывать. Был момент, когда я выкладывала вот эти вот крупненькие стразики, сейчас я вам покажу. Значит, я выкладывала, это было начало, вот это первая страза, а это конец. И видите, они не получились ровно, мне пришлось их сместить немножечко. Вот, из-за этого пошел сбой. Как вариант, я думаю, что при желании можно края заклеить еще мелкими стразами. Совсем маленькими, помельче. Вот у меня есть меньше диаметр. Ну, конечно, это будет сложно. Сами понимаете, да, они маленькие. Я думаю, оно того не стоит. В принципе, для выступления на концерте, благодаря тому, что это беж, оно будет смотреться отлично. Камни зато хорошо светятся. Но все-таки я предпочитаю вариант номер один. Мне он кажется более аккуратным. Ну а теперь, друзья, самая приятная часть сегодняшнего видео. Я хочу разыграть среди своих подписчиков эти сделанные мною браслетики. Победитель получит сразу 2. Условия, которые вам нужно выполнить, чтобы поучаствовать в розыгрыше этих браслетов. Первое. Быть подписанным на мой канал. Второе. Поставить лайк этому видео. И третье, обязательно оставьте комментарий под этим видео. В комментарии должно быть слово «браслет». Слово «браслет» может быть на любом языке, в любом падеже, в любом предложении, в любом контексте, как вам угодно. Комментарии не ограничены. Чем больше комментариев, тем больше шансов у вас на победу, потому что разыгрывать эти браслетики я буду рандомно. Ровно через неделю мы узнаем имя победителя. Всем удачи! Ну, а если вы не выиграете, я надеюсь, это видео будет вам полезным, и вы обязательно сделаете себе такой прекрасный, чудесный браслет. Пока-пока, люблю, целую. Ваша Марица.